Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на октябрь для знака зодиака Рак. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в октябре. Я работаю на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. И на ней работают на прямых и перевернутых. Энергия октября, знак зодиака Рак. Давайте посмотрим, с какой энергией вы входите в октябрь из сентября. Что у вас будет происходить в октябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергия, с которой вы выходите из октября в ноябрь. У вас выпало 3 старших аркана, значит, месяц будет для вас важен. Первая карта – это энергия, с которой вы входите из сентября в октябрь. Здесь ложится тройка силы. Карта называется The Bird's Nest. The Bird's Nest – это птичье гнездо. Мы видим, что птичка свела гнездо, вывела потомство и кормит своих птенчиков. Но так как карта у вас перевернутая, то карта показывает, что все из гнезда выпадают. Она может говорить на какое-то разделение, сокращение или реорганизацию. Это может быть расстояние между вами и членами вашей семьи. Может быть, деловые стремления должны быть сокращены или доведены до конца. А для кого-то, может быть, друзья находятся далеко. Но карта говорит, пустое гнездо всегда является символом полета. Тут самое главное, нужно вам отпустить старое, подправить ваши планы и выбрать новые направления. Может быть, для кого-то это вообще физическое перемещение, переезд, либо для вашего дома, вашего бизнеса, или, может быть, что-то другое. Самое главное, осознайте сейчас ваши способности и будьте смелы в вашем выборе. Да, когда гнездо становится пустым, мы можем испытать потерю. Но карта говорит, вот это время сокращения или перемещения может привести вас к большей личной свободе или профессиональной трансформации. Энергия первой декады октября. Здесь у вас ложится старший аркан, архангел Михаил. Но он у вас перевернутый. Вообще архангел Михаил является источником божественной силы. Но когда карта переворачивается, она может указывать у вас на растущее чувство утраты, слабости. Это может быть духовно, ментально или в каких-то других сферах. То есть одно или более областей в вашей жизни могут быть неэффективны. Или вы можете обнаружить себя в ситуации, когда вы не знаете, что делать дальше, или как взять на себя инициативу, чтобы решить это. Если это так, то карта говорит, сейчас для вас пришло время рассмотреть все способы, чтобы в первую очередь восстановить ваши силы. Отпустите ваши старые представления об ограничениях, замените их новыми мыслями, идеями. В первую очередь карта говорит, занимайтесь теми делами, которые вы любите, потому что тогда вы включаете энергию, которая делает вас счастливым. Вот здесь к архангелу Михаилу жмутся маленькие дети, которым страшно. И вот сейчас ваша душа жаждет, чтобы вы перешли от пугливого и робкого к решительному и действующему. Сейчас около вас находится архангел Михаил. Обращайтесь к нему. Он поделится с вами своей силой и смелостью. Вторая декада октября. Здесь у вас ложится 11-й старший аркан. Это ковчег завета. Карта у вас прямая. Ну, на самом обыденном уровне карта может указывать на выгодный юридический договор или на передачу прав собственности. Также здесь может быть очень удачная работа с брокерами, адвокатами. Но так как это старший аркан, она говорит, что вы сейчас живете согласно вашему кармическому контракту.
То есть вы принимаете во внимание свои уроки роста, развития, работаете над своим раскрытием и вносите свой уникальный вклад в мир. То есть сейчас не карма управляет вами, а вы управляете ей. Когда работа становится слишком тяжелой, отдых не нарушает этот ваш завет. Просто одно поддерживает другое. Да, многие из кармических задач могут включать других людей. Самое главное вот по этой карте: не позволяйте эмоциям брать над вами верх, потому что это может повлиять и на вашу настоящую, и на ваши будущие жизни. Поэтому продолжайте работать над вашей высшей целью. Вот третья декада октября, здесь у нас ложится 4 ключей, карта называется Clearing the Way, расчищенный путь, ну или проясненный путь. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим: мужчина и женщина в своей прекрасной карете ехали в свой дом, который вот там виднеется вдали. И у них на дороге, на пути образовалось препятствие в виде упавшего дерева. Да, у мужчины есть топор, но когда он это препятствие уберет? А когда карта переворачивается, то вот это препятствие, вот это бревно с их пути падает. То есть карта говорит, что в третьей декаде октября у вас будет расчищен путь. Препятствие, которое, как вы думали, будет устрашающим, на самом деле легко и быстро было устранено. Может быть, какие-то посторонние события или люди помогут вам облегчить вот эту ситуацию и открыть ваш путь. Но в любом случае вы будете свободны предпринять те шаги, которые вы когда-либо считали заблокированными. И энергия, с которой вы выходите из октября в ноябрь, здесь у нас ложится 10-й старший аркан, карта называется The Light of the World, это свет мира, она у вас прямая. Мы видим, что мужчина занимается своими домашними делами, а к нему в дверь стучится вот такой старец с нимбом и с фонарем. Это ваше божественное существо пытается получить ваше внимание. И все, что вам нужно, это момент вашего осознания, чтобы открыть эту дверь. Да, у вас может быть очень активная жизнь, но сейчас у вас появляется возможность перейти к более высокому осознанию. Для вас наступает время открыть ваше высшее Я, его мудрость и силу. Это ваша душа, это вот это вечное существо, которое сейчас подходит к вам, и только вы можете открыть эту дверь. Через медитации, обучение вы можете овладеть огромной силой, любовью и видением. Входя вовнутрь вот этого общения, вы можете сделать каждый день для вас священным. Вы можете внести вот эту великолепную силу в свой мир, изменяя свою жизнь навсегда. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.